Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака на месяц сентябрь. Расклад, который вы увидите, это расклад на 4 недели месяца. То есть мы по 4 колонкам разложим карты 1, 2, 3 и 4 недели и посмотрим, какие сочетания карт, соответственно, у вас получится. Такой небольшой обзор месяца для вашего знака зодиака. Итак, пока я перетасовываю вторую колоду, я напомню вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь, поэтому пишите, не стесняйтесь, я постараюсь вам на ваши сообщения ответить по мере возможного. Итак, давайте посмотрим, что ожидает стрельцов в сентябре месяца. 4 недели месяца. Основные энергии, которые будут у вас проходить по этим 4 неделям месяца. Начнем мы с первой нашей колоды, Таро иллюминатов. Давайте посмотрим. Итак, первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. И 4-я неделя. Давайте посмотрим также сразу же вторую колоду достанем, посмотрим, что у вас получится на 1, 2, 3 и 4 недели. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Начинается у вас все с двойки пентаклей, да, и, соответственно, здесь еще и завершается двойка пентаклей в этом раскладе. Что мы можем сказать из тех карт, которые у нас есть? Ну, первая неделя у вас двойка пентаклей, под ней выпадает 4 пентаклей. Здесь больше про желание сохранять баланс и равновесие. Вы стараетесь сбалансировать какую-то историю, может быть, касающуюся денег, финансов, то есть как-то правильно распределять средства на первой неделе сентября. Может быть, избежать лишних трат, лишних расходов. Вы как-то стараетесь умело здесь доход и расход денег, соответственно, держать в балансе. Может быть, стараетесь не тратить больше, чем там задумали в этот период времени. То есть стараетесь сохранять какие-то деньги. Может быть, даже нужно быть более здесь экономными. Может быть, кто-то посчитает вас более скуповатыми в первой неделе сентября, но так нужно для того, чтобы сохранить равновесие, чтобы не упасть, чтобы в этом хаосе, который происходит у вас, сохранить какой-то баланс, соответственно, поэтому он здесь стоит на одной ножке, балансирует этими пентаклями. Здесь может речь идти о выборе, возможно, потому что это двойка. Двойка — это всегда 2 варианта, 2 возможности. Но также здесь, знаете, как бы можно говорить о том, что если вы что-то выбираете, то старайтесь какой-то наиболее выгодный вам вариант выбрать. Может быть, тот, который будет какой-то как акционный, выгодный в плане цены. Или вы стараетесь здесь выбрать тот вариант, который будет задействовать меньше там ваших ресурсов. Это может быть не обязательно деньги, это может быть ваше время или там ваши эмоции. То есть вы стараетесь здесь не тратить лишние свои эмоции, какие-то свои переживания, не растрачивать их, потому что двойка пентаклей предполагает такую кутерьму, хаос у вас на первой неделе сентября. Но вы ловко со всеми этими делами справляетесь. Возможно, даже если куда-то едете, то опять-таки стараетесь по 4 пентаклей. Вот как-то очень-очень это все делать максимально практично, экономно, то есть старайтесь здесь не тратить опять-таки лишние деньги. Следующая карта, которая у вас есть, это 9 мечей и 10 пентаклей. Выпали они у вас на 2-й неделе месяца сентября. Можно сказать о том, что вы переживаете из-за каких-то финансов семьи, может быть, переживаете из-за каких-то ваших, не знаю, родственников, потому что карта 10 пентаклей — это все, что связано с семьей, хотя изначально традиционно
изначально она имела все-таки отсылку к финансовой стабильности, к деньгам, но для нас важна, да, не только финансовая составляющая в жизни, но еще и наша семья, которая тоже считается нашим достоянием и нашим богатством. Поэтому здесь, в принципе, на карте богатства изображена еще и семья. То есть вы можете переживать из-за семьи, из-за родных, из-за детей. Вы можете здесь сомневаться в том, как правильнее поступить, или стыдиться каких-то ситуаций, в которые вы вот встряли, может быть, неправильно себя повели, что-то не то сказали, может быть, вините себя за что-то. Но в любом случае здесь как переживание за какое-то событие, где нужно поступить мудро, благоразумно, где нужно постараться сохранить стабильность в доме и хорошие отношения с близкими. Но здесь нужно будет быть поосторожнее. Следующая карта у вас — это карта принцессы Пентаклей с королевой кубков. Еще такую назад сделаю шаг, такую ремарку. В принципе, по девятке мечей — это бессонные ночи. Может быть, вы просто много работаете на второй неделе сентября. Следующая карта принцесса Пентаклей с королевой кубков, которая здесь у вас есть. И та персона, и та карта двора показывают, в принципе, возможно, общение с такими людьми, такой стихии. Это земной знак, водный знак, да, то есть девы, тельцы, козероги, раки, рыбы, скорпионы. Не ваша стихия, ни одна, ни другая, но речь может идти о том, что вы с интересом, с вдохновением беретесь за что-то, что вам нравится, готовы в этом учиться, развиваться, как-то совершенствовать свои навыки, потому что Паж Пентаклей — это ученик, который проявляет усердие в изучении какого-то вопроса и который решительно настроен принять эту выгодную возможность, что-то с ней делать, действовать и по королеве кубков двигаться к успеху таким вот образом, через действие, через настрой на успех и позитивный взгляд на вещи, через любовь к тому, чем вы занимаетесь здесь. Карта семерка кубков с двойкой пентаклей снова возвращает нас к двойке пентаклей и напоминает о том, что в конце сентября вам, возможно, предстоит столкнуться с каким-то выбором, когда будет много вариантов, много возможностей, и вам нужно будет выбрать какой-то один из них. Возможно, будет сложно принять решение, могут быть определенные трудности с принятием этого решения, и вы боитесь ошибиться в своем выборе. Возможно, вы здесь по двойке пентаклей будете стараться какую-то золотую середину выбрать, или вот знаете, как будто жонглировать между двумя вариантами, двумя возможностями. Но в целом вот эта двойка пентаклей, она говорит о том, что вы все-таки стараетесь здесь это решение принять. Можете, кстати, фантазировать, планировать, думать, что-то обдумывать такое, да, касающееся перемен в вашей жизни, которые происходят. То есть фантазировать о том, что будете делать там через месяц, через полгода, год, ввиду тех перемен, которые у вас происходят. Но опять-таки здесь по двойке пентаклей это нечто, оно меняется, эти события текучие, да, они могут еще 10 раз поменяться к тому моменту, как наступит то, что вы себе здесь спланировали, нафантазировали. Но в целом достаточно все-таки хорошее сочетание, делающее большой акцент на выбор для вас. Поэтому двойка пентаклей. В любом случае вы в этом хаосе справляетесь, и даже в количестве, в множестве вариантов вы стараетесь выбор этот свой сделать по двойке пентаклей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов на сентябрь месяц по 4 неделям месяца мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.